Габи. Было приятно. Ай, ты крутой. Пока. Все хорошо. Спасибо. Сегодня опять очень жарко. Следующая остановка Челябинск. 1000 километров. Ну что, погнали? Подобрал меня парень по имени Руслан, который до меня уже взял одного попутчика. По пути, заехав купить вяленые рыбки на придорожном рынке, проезжая мимо раритетных авто и военных вертолетов, пока за окном проносились пейзажи, все меньше напоминавшие родную Беларусь, мы приехали в город Набережные Челны. Второй пассажир вышел, а Руслану нужно было поездить тут по его делам, после чего он едет дальше в нужную мне сторону. Ну, а я что? Я никуда не спешу. Всяко лучше, чем жариться на 30-градусной жаре. А по пути мы также заехали в производственный и жутковато выглядящий Нижнекамск. Блять, ну это так-то заебись, красиво было, красавчик был, мне говорит. Вот это, блядь, нежданчик был, блядь. Я, говорит, вообще плохой, говорит. Я думал, ты, говорит, все, ушел ты в удара. А ты, говорит, ответку ему зарядил, и он ушел. И вот с Русланом вновь получилось так, что, проехав вместе целый день, успеваешь сблизиться, подружиться и обменяться контактами. Мало ли дороги снова пересекутся. Тем временем начинало вечереть, и дневной зной стал спадать. Так, ну что, я сегодня проехал больше 300 километров, почти треть пути. И то на самом деле не спеша. Мы с Русланом, водителем, заезжали по его делам в Нижнекамск и в Набережные Челны несколько раз. Ему нужно было купить детали для машины. Вот, сам он сейчас поехал налево в другую сторону, в Нефтекамск, к своим родным. Вот, забустил меня, кстати, на вкусняшки. Здесь в этом пакетике еще что-то интересное, не знаю, не открывал его еще, да. Я решил не мелочиться и сразу взял 5 литров воды. А сейчас нужно искать место, где заночевать. Думаю, где-нибудь вот за этими деревьями. Так, ну что, вот место, где я сегодня буду ночевать. Ну что ж, похоже, газовую горелку снова не удастся сегодня испробовать, потому что Руслан забустил меня на блинчики, на огурчик, на бутерброды. Ну и, чтобы было вкусненько, чипсы и семечки полузгать. Блин, класс. Хотя нет, я сделаю себе сейчас чай.
вряд ли тут что-то видно. Но я собираюсь ужинать. Наконец-то. Сейчас 7:30, а уже темно. И все потому, что примерно в 20 километрах в ту сторону, куда я буду дальше ехать, уже другой часовой пояс, плюс 2 часа. Так что по факту, на самом деле, сейчас уже 9:30. Брысь отсюда. Кыш. Nice. Тут прямо рядом остановка, с которой я буду стопить дальше. Вот сразу видно, что это True Russian Shop. Продукты, вино, водка. Уя! Фу. Сходят потихоньку ночные облака и наступает жара. Блин, в Челябинске на выходные прогноз 34-35 градусов жары. Да. Республика Башкоростан, да? Теперь уже плюс 2 часа. Так, ну, я проехал чуть-чуть. По российским меркам чуть-чуть. Больше 50 километров в деревню Верхнеяркеево. Так, с этой остановки буду стопить дальше. Но вот опять передо мной стала женщина. Конечно же, и заберут быстрее.
Т2. Задалбывает это на самом деле. Потому что, ну, по правилам вообще автостопа, тот, кто пришел позже, он становится назад и ждет, пока уедет первый, но... Тем временем я здесь торчу уже почти 1,5 часа. Ну, у меня сейчас как получилось, так что... Ну, знаете, вот когда бюджет научишься в университете, потом 2 года отработки обязательно, да? Вот у меня эти 2 года отработки закончились. Ну, я как бы еще новую работу не нашел и решил, пока есть возможность, поехать. Молодец. Спасибо. А чем дома лежать, это жизнь проклинать, лучше погуляешь. И то. Ну, они что-то стоят, не качают ничего. Они же это, как тебе сказать, соберутся вот сколько-то. Сейчас я тебе не могу сказать сколько. Уровень поднимется, вот тогда они начинают качать. Но вот знаете, что действительно отличает Беларусь от России? Километровые знаки и не укладывающиеся в голове цифры, которые на них указаны. Найдем место, как и так, не найдем. Найдем, не дадут так место. Затопаем кого-нибудь, куда-нибудь. Что? Спасибо, что бросили. Ладно, не за что, давай, Всё, да, счастливо тебе. счастливо вам тоже. Ага, давай. Счастливого пути. Сейчас впереди здесь развязка. Мне на ней нужно направо. Вперед Уфа. А если двигаться вот в ту сторону назад, то там будет Оренбург. Так, меня подвезли немного, километров 20 в нужном направлении до развязки, которая ведет на местечко под названием Шакша. Вот, мне вперед дальше. Ну, ерунда, скажете вы, всего 20 километров, но на самом деле это хорошая развязка, потому что все машины, которые едут вперед после нее, наверняка будут ехать на Челябинск. Вот такая жара, больше 30, как сейчас, где-то 33, наверное, сейчас. Стоит в Башкирии уже все лето, а дождей нет вообще. И на самом деле, глядя на землю, это чувствуется, потому что, да и на траву тоже, потому что все выжжено, просто как в пустыне. Но я уже стою минут 40. И у этой трассы синдром большой трассы. Куча машин едет, но никто не останавливается. Короче, я торчу здесь уже больше 2 часов. Машины проносятся просто нескончаемым потоком. И реально, такого движа даже в Подмосковье не было. Но все равно никто не останавливается. Я не знаю, куда все рванули. На Урал в среду. Поэтому пойду покупать воды в местный магазин и буду ночевать сегодня в лесу, где-нибудь тут. Что это там за херня? Толчок? Что это, бля? Хорошо. Твою мать.
Какая дичь. О боже, здесь канава была, в которую можно было провалиться и очень херово намокнуть. То есть вот здесь вот была такая нормальная дорога, а я собираю волосами ветки. Но здесь так довольно красиво. Березовая аллея такая. Все. Здесь я остановлюсь, пожалуй. Все-таки плитка — это вещь. Однозначно. Сейчас очень быстро темнеет. Еще где-то 9:30 уже темно. Нет, ну, в принципе, мне-то видно, но GoPro уже не вытягивает такую темноту. После выкуренной сигареты я уже собрался залазить в палатку, но тут услышал, как в кустах рядом что-то движется. И его поступь была гораздо тяжелее косули ночью ранее. И оно двигалось в мою сторону. Оно двигалось змейкой, но все ближе ко мне. Сердце просто выпрыгивало из груди, в ушах били барабаны, а насыщенный адреналином мозг пытался придумать, что делать. Я подошел к ближайшей березе, примеряясь, смогу ли я на нее забраться. Но стало ясно, что я никак этого не сделаю. Тем временем шаги рядом поутихли, но изредка мой гость давал о себе знать. И я не придумал ничего лучше, чем быстро собрать вещи и свалить из этого леса. Кое-как в абсолютной темноте, запихав вещи в рюкзак, я стал пробираться сквозь кусты в сторону дороги, держа в одной руке перцовый баллончик, а в другой несобранную палатку. Тем временем гость больше не издавал звуков, но я знал, что он где-то там, в кустах. Ой, блядь. Фу, твою мать. Просто охренеть можно. О, боже мой. Что сейчас делать, просто не знаю. Наверное, пойду попрошусь поспать в кафешке, где я воду покупал. Вот написано гостиница, да? А если что здесь нет? Гостиницы. Естественно, заночевать мне тут не разрешили. У них. Кто бы мог догадаться. Ну вот, надеюсь, это место с надписью «Магадан» даст мне кровь сегодня. Потому что на боку его было написано «Гостиница». Здравствуйте. Скажите, а тут, гостиница, это здесь? Гостиница здесь, 1000 рублей. 1000 рублей? Тысяча рублей? 1000 рублей? Причем я уверен, что условия там будут кошмарные. Я зажимаю эти 1000 рублей. Я кое-как поставил палатку в лесополосе на другой стороне дороги. Надеюсь, меня сегодня не съедят.
Так, ну что, теперь нужно сходить на заправку, умыться, помыть посуду и дальше стопить. Ночь прошла, в принципе, нормально, там только какая-то собака шастала вдалеке. И под утро видел такого огромного такого зайца, упитанного, рыжего такого, что ломился через кусты. Возможно, это он вчера и был, но у страха глаза велики. $1494. Меня очень быстро подобрал водитель по имени Алексей, а тем временем Урал уже виднелся в дымке вдали. And where down we go, where down we go, say where down we go, oh, 'cause say we're running down to your house, oh, way down we go. So where down we go, way down we go. Эта дорога выглядит просто как в Америке. Ну да. Такой вот небольшой провинциальный американский городок. Алексей довез меня до города на Урале Златоуста. Он хоть и немного в стороне от трассы, но мне показалось, что нужно туда заехать, чтобы прокатиться на одной из главных достопримечательностей города – Златоустском трамвае. Эти виды — это просто Швейцария. Офигеть. Разговорился тут с местными рабочими, и вот как понять, что я уже далеко. На их вопрос, откуда я,
я отвечаю, что Минск, и их реакция просто. Подскажите, сколько билет стоит? 25. Слушайте. Спасибо. Сейчас мне нужно вернуться обратно на трассу М5, которая ведет на Челябинск. А пилить туда больше 6 километров по охренительной жаре и по горам. 37 градусов. Фу, ну в теньке хоть жить можно. Вот сразу видно, что я в горах, потому что вон, как породы выступают. Так, по-горному, да? Вон там вдалеке где-то белые точечки. Это Златоуст. Ну нет, я не все это расстояние прошел пешком, конечно. Но я там был. И вот оттуда ехал на трамвае. Фух. Челябинск, налево. 129 километров. Окей. Я стоял там долго, порядка 2 часов. Никто не останавливался, а между тем вода подходила к концу, а связи не было вообще. Ночевка в таких условиях – это безумие, и я уже начал волноваться. Но тут за мной остановилось такси. Девушка я его, мужика. С подобравшими и спасшими меня от жары парнем и девушкой время в дороге летело незаметно, делая Челябинск все ближе. Ну, или это потому, что подчас мы ехали со скоростью 160 км в час. Кстати, а что по поводу криминала в городе? Криминал очень хорошо. Развитый. Развитый? Очень хорошо развитый. Ну вот центр и северо-запад, да, нормальные такие. А вот остальные районы прям. Самые бандитские районы это вот 3 района. Ленинский, ЧТЗ и ЧМЗ. То есть куда я сейчас еду, да? Ну да. Ну здесь у нас знаменитая улица Горького. Так, а чем она знаменита? Путаны. Ну что, спасибо, что подбросили. Давай, удачи Всё, тебе, и счастливой вам. дороги. До свидания. Опа. Все, пока. Давай, счастливо. Ребята специально довезли меня практически к дому Саши, который согласился принять меня через каучсерфинг. Он сказал, что ужин уже готов. Офигеть. Познакомьтесь, это Саша. Он работает на одном из крупнейших предприятий города, на Челябинском тракторном заводе. А в свободное время, чтобы разбавить повседневную рутину, принимает к себе каучсерферов. Чин-чин. Еще арбуз еще. Это же всю ночь бегать придется просто. Я уже не себе это все. Ничего, это к тебе саранча подоспела. Кстати, из Беларуси. Остальная часть Беларуси. Но. Ладно, вытаскивай его. Запуск программы восстановления лучшего друга. Извини. Нагрелась. Блин. Я, конечно, очень хочу пойти погулять по городу, но сейчас 33, даже, наверное, больше 35. Это в тени. На солнце вообще просто нереально находиться. Причем, я когда собирался, я ехал в осень. У меня есть только одна майка, штаны и осенние ботинки. 346 minutes later. Саша все же уговорил меня выйти погулять и сказал, что я могу надеть его шорты,
конечно, в ботинках и шортах я выгляжу довольно комично, но я могу себе это позволить, ведь я путешественник. Нахожусь я сейчас в восточной части города, которая называется ЧТЗ. Из-за завода, который находится в этой части города, Челябинский тракторный завод. В принципе, многие районы здесь называются в соответствии с заводом, который там находится, ЧТЗ, ЧМЗ. Вот, и сейчас я пойду пешочком в центр города, где находятся главные достопримечательности. Решил свернуть немножко в сторону от проспекта и посмотреть, как выглядят челябинские дворики. Ну, в центре, конечно, но тем не менее довольно мило, должен вам сказать. Очень крутые балконы. Вот эти вот бизнес-центры и отель очень сильно выделяются из общей архитектуры города. Просто как будто их вырезали и вставили сюда. Это такие Челябинский, Москва-Сити. Но даже гуляя и спускаясь в переходы в самом центре, понимаешь, что Челябинск – это не самое безопасное место по ночам. В противовес переходу, в котором я только что был, рядом с главной площадью есть довольно красивый переход. Центральная площадь, во главе которой стоит товарищ Ленин. Как же иначе? Хотя у него тут серьезная конкуренция с местными скейтерами. Рядом с этой лампой заставка студии Pixar уже не кажется такой забавной и милой. Сейчас 6 вечера, но все равно еще больше 30. И вот как очередное доказательство, что сейчас жарко, я отодвигаю лямку рюкзака. Хоп! Майка другого цвета. А когда Саша закончил работать, мы встретились, чтобы немного погулять. Видно до 8 этажа примерно, там Ага. такой парапетик. Да. Вот, это старое здание. То есть вот это все, что выше, и шпиль построено где-то в 2005 году. А, я думал, наоборот, это полностью здание такое, типа, как сталинская высотка, что-то такое. Это, получается, ЮрГУ, главный технический вуз Челябинска. Да. Говорят, Ты что нормально отучился там? Насколько диплом? я там 6 лет учился. 6 лет? Да, бакалавриат плюс 2 года. А. Да, ну университет. Говорят, что он напоминает многим МГУ. И такая мини-копия МГУ. Кстати, а вот сколько средняя зарплата в Челябинске? Ну, официально Например? что-то около 35, по-моему. Это официально? 35, да, 35. Примерно вот так. На предприятиях, на заводах 40. Вот. Ну, То есть выше, да? А, это знаешь что? Я тебе скажу. Это шаблон от этого граффити. А, да, точно, слушай. Ну да, здесь видно, что люди обеспеченные живут, в принципе. Как будто и не в Челябинске, да, в том самом. Да, не похоже на тру Челябинск, скажем так. Вопрос, который нужно задать обязательно любому жителю Челябинска. Ты видел метеорит падающий? Да, у меня, кстати, большая история с этим связана. Серьезно? Да, я, когда я тебе рассказывал, я жил в общежитии. И это было примерно 8-9 утра, когда я вставал, готовил свой завтрак. И в один момент я просто сижу за столом,
яркий свет заливает комнату вообще. То есть настолько яркий, что ты перестаешь вообще что-либо видеть. Ага. И потом я подхожу к окну, смотрю, ничего нет. Сажусь назад. Ну, думаю, фигня какая-то, не знаю. Подумаешь, да, Ну, просто. кто-то большой, кто-то что-то сфотографировал, и вспышка может. Ну, в итоге, так как взрыв был высоко, взрывная волна шла долго. Свет Да, быстро да. пришел, а потом я сел, и все повыбивало, короче, у соседей рамы, повылетали стекла, все выбило. У меня, конечно, бутерброд из руки падает. По коридору в общаге бежит женщина, кричит: там на нас напали, ребята! Что делать? Спустились, знаешь, страшно. Был момент страшный, когда ты не знаешь, что произошло, произошло, но что-то реально произошло, и такой, блин, а может реально там война началась, понятно. Нигде ничего не говорят. Да, еще никто ничего не понимает даже. Но еще был тоже забавно, что это все время один чувак, я завтракал, а один был в душе и ничего не увидел. У меня теперь есть история на всю жизнь, а он голову мыл. Я такой, что произошло? Нравится этот контраст, просто люди бегают, и мы с тобой с пивком идем. Хочешь, побежим? То есть вот мы просто зашли в какой-то обычный из челябинских двориков, чтобы сократить путь. И здесь, в кустах, приват. Че, может быть, зайдем, Саня? Может, там дешево? Скидки есть. Когда стемнело, мы пришли на набережную, которая была открыта вот буквально за пару дней до моего приезда. Здесь очень много народу. Ну да, учитывая, что 3 дня назад открыли, все пришли посмотреть. Где она? Она выключилась. Давай погромче, давай. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Дубль 2. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know
Этот персонаж еще не открыт. Other way, I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Our lady running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Our lady running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Yeah, I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. У команды нашего катамарана, кстати, была одна замечательная особенность. Нас постоянно заносило то в одну сторону, то в другую. Вот так вот прям проплывем. Ну. С нашей змейкой это будет испытание. Чисто поправ. Сначала в какой-то момент нас уводило, ну, допустим, влево. Здесь вот в пакете сделал с едой там. Мы вроде выравнивались, но потом уходили вправо. И пока все проплыли 15 километров, мы, виляя, проплыли добрых 25. Но на самом деле мы на фоне этого неплохо сдружились, и у нас даже появилось свое название – «Зигзаг». Ну. Да, мы ее обогнали вот-вот, только-только. Когда на змейке мы вот... Стопудово. Там это и было. Как бы мы вправо, а они влево. На самом деле мы идем неплохо. Ну, я чувствую, что я уже сбросил так пару тысяч килокалорий. Да, и ты подвигаешь. Тут же курда? Мы к мусорке приближаемся медленно, но верно. О боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, и вдруг услышал музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в Каире, я выбираю жить в Каире, я выбираю жить в Каире, я выбираю жить в Каире. Воу. То есть реально почти ответственно. Вау. Че, пацаны, как сидим? Нормально? Да. Прохладно. Только голову не поднимайте, тут капец. По какому фоне нормальное жилье, да? А там дети? Она тут пролазит. Там дети? Какого хрена там дети делают? Что за хрень? Они живут или что? Как там? Нормально. Какая комната есть? Да, я небольшая. Небольшая. Больше, чем это? Конечно, меньше. Нет, Меньше? Не, ну тут совсем дико, я вообще ничего не вижу. Я думаю, давайте сделаем вот так. Не всех видно. Егора не видно. Я тебя. Меня плохо.
Подходите ко мне, заказывайте. На улицу. Я чувствую себя еще партизаном каким-то, ебать, во вражеский, блядь, тыл проползаем, блядь. По рассказам моих родителей, они вот так вот в школу добирались каждый день. Есть, там он был нам уже на пляже. Да, да. Бум! Меня согласился принять парень из Новосибирска. Саша предложил мне проехаться на трамвае, который ведет в такую настоящую суровую челябинскую промзону. Она такая мини-экскурсия будет. Итак, металлургический район Челябинска или ЧМК. Ну что ж, здесь довольно-таки, нормально. Ну, хотя, конечно, глядя на состояние таких обшарпанных домов и вглядываясь в обстановку квартир живущих здесь людей, понимаю, что люди эти имеют достаток ниже среднего. Тем не менее, в принципе, я не чувствую себя какой-то опасности, но ночью бы я здесь ходить не стал. Еще одна отличительная особенность Челябинска, которую я заметил, хотя это, наверное, не только Челябинска, но и всей России, здесь повсюду на стенах написана реклама наркотиков. Я, конечно, знал, что сейчас Россию захлестнула волна синтетических наркотиков вроде альфа-ПВП и мефедрона, но Челябинск прям показал мне, что это достигает прям катастрофических масштабов. Место, конечно, здесь очень аутентичное. Особо камеры светить не хочу, но поверьте, здесь буквально каждый третий идет с бутылкой пива. Я только что прошел мимо места, где мне реально стало стрёмно. Там была куча вот рабочих таких мужиков. И они все были с пивом, все. Причем уже такие нормально выпившие. Сегодня понедельник еще только. ЧМК. Охренеть, вы только взгляните на диаметр этой трубы. Даже проезжающая мимо машина кажется маленьким в сравнении с ней. Вот такие вот виды я себе представлял, когда ехал в Челябинск. Охренеть. Это выглядит очень жутко, но вместе с тем будоражаще. На телефон мне снова пришло сообщение от МЧС России о том, что с 24 по 26 августа будет температура 36-37 градусов. Блин, я вообще не был к такому готов. В последний вечер мы с Саней решили выпить пиво. Чин-чин. И вот знаете, как понять, твой ли человек? Через пару дней знакомства у вас появляются локальные шутки, вы можете сидеть и дико угорать с абсолютно дегенеративных вещей.
А что это за песня? Конь. Конь? Видео начал падать конец.